Вторая серия встречи с Татьяной. Вам она понравилась в предыдущем выпуске. Очень понравилась манера ее разговора, подача материала. И мы решили повторить. В этот раз мы больший акцент сделаем на теме адаптации в Испании, на теме изучения испанского языка, поскольку Татьяна профессионал как раз в этой области. Вот первый вопрос. Пойдем с козырей давайте. Расскажите, как поступать с водительскими правами из Российской Федерации в Испании. Что с ними дальше делать, когда вы приезжаете в Испанию, допустим, с целью жить здесь в долгую? Да, согласно... Всем привет. Согласно испанскому законодательству, россияне, которые прибыли с целью долгого проживания в Испании и имеют резиденцию, с момента получения резиденции в течение 6 месяцев они должны получить водительские права испанские, поскольку нет пакта между Россией и Испанией, который бы взаимно признавал водительские права, как российские в Испании, так и испанские в России. Но последнее, в общем-то, менее актуально, да, как я понимаю. Да. Но при этом, допустим, у Украины с Испанией такое соглашение есть, и украинцам, проживающим здесь постоянно, имеющим резиденцию, им достаточно обменять украинские права на испанский образец. То есть вот россияне могут первые 6 месяцев как туристы кататься на своих российских правах. Нет, как туристы они могут ездить за рулем по российским правам, как туристы. Если у них есть резиденция, то они обязаны получать испанские права. Причем законодательством не предполагается, что у вас должно быть время на изучение испанского, потому что здесь экзамены сдаются на испанском языке, как правило. Может быть, где-то в больших городах можно на английском, но в этой зоне, на Коста-Бланков, я про это ничего не слышала. На испанском, да и знание английского, вы знаете, тоже достаточно редко среди россиян на таком уровне, чтобы сдавать серьезные экзамены. Итак, за полгода после получения резиденции, да, вы должны обзавестись испанскими правами, которые нужно при этом обязательно иметь права, и уже имея и испанский язык, потому что без испанского языка выучить все возможные вопросы, все возможные ситуации, поучиться в школе для вождения вы без испанского никак не сможете. Татьяна, можно я добавлю немножко? Я как раз тот человек, который сейчас изучает испанские правила дорожного движения. Значит, на английском языке можно сдавать еще и на французском, но можно сдавать на английском и на французском исключительно теорию. Причем как это выглядит? Ты записываешься в автошколу, в автошколе тебе дают билеты, ты эти билеты изучаешь. Билетов много, порядка 3000. И любой на выбор тебе может быть предоставлен, то есть случайным образом эти билеты на экзамене. Ты становишься на очередь, то есть нельзя просто прийти в автошколе, потом через автошколу записаться в местные ГАИ, ДГТ, которые нельзя туда просто так попасть. То есть, долгая процедура ожидания своей очереди. В больших городах типа Валенсия, Аликанте очереди на месяцы, подчеркиваю, вперед. Когда доходит твоя очередь на теорию, ты туда приходишь, сдаешь экзамен, правила, то есть вопросы с подковыркой, и требуется глубокое понимание испанского языка. Об этом я подробнее хотела остановиться. Да. Я просто никогда не слышала, чтобы кто-то сдавал здесь на английском. Я слышала, что такая возможность есть. Но... Говорят, есть. Да. В больших городах, конечно, есть. Но на русском нет. Но я знаю, что, например, в Америке многие сдают на русском языке. Есть такая опция. Здесь только английский и французский. В Норвегии есть такая опция. И так далее. Но для россиян здесь поблажек никаких нет.
И еще такой момент. Для всех жителей Европы правило едино. То есть их права в Испании также признаются. Для всех жителей Объединенной Европы. Если вы из России, из Ирака, из Сирии, из Африки, из Америки, из страны, которая не относится к Европейскому Союзу, то вы обязаны получить испанские права, закончив школу, или самостоятельно, если вы хотите, такие варианты тоже возможны, но вы должны получить права испанского образца, сдав все необходимые для этого экзамены, как будто вы новичок и как будто вы впервые. Да, и я этим занимаетесь. еще добавлю. После того, как вы в теории вы подготовились, выучили обороты испанского языка или английского, чтобы понимать смысл вопросов, потому что вопросы на теоретическом экзамене с подковыркой, не просто так, то есть там не простой испанский или простой английский, а там действительно имеют такая смысловая нагрузка. Потом вы приходите в автошколу после сдачи теории, берете минимум 5 часов занятий практикой, то есть автошкола вас будет понуждать и принуждать, чтобы вы занимались с их инструктором минимум 5 часов езды по городу на испанском языке, тоже на испанском языке, то есть вы уже к этому моменту должны владеть достаточно испанским, чтобы понимать. И потом вы становитесь в многомесячную очередь ожидания на практический экзамен в городе с испанским уже инструктором от ДГТ, то есть от ГАИ. И это я бы оптимистично, может быть, Татьяна меня поправит, я бы оптимистично закладывал год на получение экзамена. Но у Татьяны другой опыт. Да, у меня другой опыт. Более того, вот у меня есть знакомый инструктор, россиянин, москвич, который здесь работает в автошколе, и он, конечно, знает все детали, можно было бы у него какие-то моменты спросить. Те, кто недостаточно хорошо говорит по-испански, да, он объясняет или может переводить в том числе и на экзамене. Допустим, инструктор делает какие-то указания, поверните налево, прямо, или еще что-то, развернитесь, а в данном случае инструктор имеет право переводить ученику. То есть, если он не понимает, если у тебя инструктор русскоговорящий, что практически никогда не встречается, да, потому что для этого надо учиться и закончить, и сдать кучу экзаменов, да, чтобы получить эту работу. Но это теоретически это возможно. Кроме того, некоторые школы преподают тоже на русском языке, но, извините, экзамен будет на испанском. Вам преподают на русском для того, чтобы вы понимали суть вопроса, суть дела, чтобы вы понимали. Но языковую суть вы должны на экзамене продемонстрировать, вы должны понять, о чем вопрос. Либо их просто заучить в процессе подготовки, просто выучить наизусть. К сожалению, это проблема не только россиян, но, например, и китайцев. Представляете, каково им выучить, они здесь тоже живут, и им тоже нужны права. И им выучить испанский до такого уровня гораздо сложнее. Молодежь, я знаю, просто выучивает наизусть все там около 3000 вопросов. Вот. Да. Такая способность есть. Но что могу сказать? У меня другой опыт. Я месяц и не ждала. Я думаю, может быть, это зависит от места. Да? Я училась здесь, прямо в Алтае. Как только я сказала, что я готова идти на экзамен, буквально через 2 недели я была на экзамене. Ну, это наверное, для Барселоны справедливо, для Валенсии, для больших городов. Там большие очереди. Да, там большие очереди. Здесь, поскольку более население не так скучно, может быть. Да, еще я узнавал по цене. Значит, смотрите, ребят, в среднем обучение в автошколе обходится где-то в 500 евро. В зависимости от количества часов практических занятий, в зависимости от того, в какой вы школе учитесь, но рассчитывайте, что это будет вам примерно в 500 евро. По времени, как я говорю, зависит от того, в каком городе вы собираетесь учиться и какие очереди на ДГТ, на сдачу всяких теоретических частей. И как опция
Да, вы можете приходить сдавать неправильно, там есть, по-моему, 3 ошибки допускается при теории сдачи. Вы можете сдавать и проваливаться, но тогда вам придется доплачивать еще в автошколе, чтобы доучиваться. И практический экзамен, я еще допомню Татьяну, практический экзамен включает не только езду по городу, но практический экзамен еще включает вопросы по конструкции автомобиля. То есть инструктор может вас поспрашивать, что там находится под капотом, и эти вопросы тоже будут на испанском языке. Да, но я знаю, что в России это тоже так. И открывают капот. И, Я давно естественно, сдавал, да, но и конструкции тоже автомобиля учат. основные вещи, допустим, где мотор, где охлаждающая жидкость, вы должны уметь с этим управляться. Да. С этим все понятно. Да, на испанском языке это, к сожалению, самая большая сложность. И еще самый главный момент. Ваш опыт вождения безаварийный, ваш опыт вождения в Москве, в Питере, в крупных городах, в Европе в качестве туриста, не имеет ничего абсолютно общего со сдачей практического экзамена. Вы можете быть восхитительным водителем, прекрасным, безаварийным, соблюдающим все правила, добросовестно. Это никак не отражается на результате. Потому что, и, кстати, Коста-Бланка славится тем, что здесь самая жесткая в Испании система приема экзаменов. Здесь очень придираются и, в общем, не каждый второй сдает. А в Далеко не каждый Барселоне второй. очереди, да. Вот Да. выбирайте, что вам больше нравится. Еще один момент. После сдачи, когда, допустим, вы сдаете все, и теорию, и практику, вам придется еще несколько месяцев ждать, когда ДГТ вам по почте пришлет эти права. То есть их вам не выдадут где-то тут в местном ГАИ, вам будут их по почте отправлять. По крайней мере, у меня такая информация есть. И Андрей, это не проблема. Вы можете водить машину, как только вы сдали экзамен. И тут же через 5 минут с табличкой, что вы Эль, ученик, да. Эль садится за руль. А Эль как расшифровывается? Не помню, как расшифровывается. Ученик. Да, но Да, это учебное. да, но- еще момент, да. Как и в России, здесь существует ОСАГО для тех, кто управляет машиной. С табличкой L вам, например, как новообращенному водителю в Испании, вам, например, нельзя употреблять то количество алкоголя, которое употребляют обычно испанцы, то есть для вас пониженная норма по промиллям. Сейчас в Испании, по-моему, 0,2 промилле, раньше было 0,3, сейчас 0,2, соответственно, ученик, ново получивший права, новичок, почти не может употреблять алкоголь и садиться за руль. Также у вас меньшее количество баллов, которые вам разрешено. То есть более жесткие правила вы первый год. И самое главное, вам придется оформлять ОСАГО по повышенной стоимости, потому что вам скажут, у вас нет опыта езды по Испании. Вот здесь есть дополнительный момент, но не все про это знают. Вы можете зарегистрировать свой опыт вождения предыдущий. Да. И он вам добавит баллы, так скажем. Это возможно, но просто не все про это знают. Через консульство. Это нужно в вашей автошколе этим вопросом заниматься. Да, я такое делал, я отправил запрос по почте, по электронной, в российское консульство. Мне подсказали, как сформировать правильный запрос на консулат. И за 100 евро мне прислали официальную справку, перевод, по сути, моих прав на русском языке, моих российских внутренних прав, то есть удостоверение с правом вождения на испанский язык, где мой опыт с 96-го года признан. То есть я, когда я надеюсь, успешно сдам экзамен в автошколе, не буду возить вот себе табличку L. Но для страховой компании, поскольку у меня не будет опыта езды по Евросоюзу, я все равно буду новичком.
Но, опять же, не совсем согласна с этим. Да. Почему? Потому что как раз-таки я оформляла себе новую страховку осенью прошлого года, и там, в общем, стоимость не зависела от того, что я только-только сдала на права. О, это в октябре. хорошая новость, на самом деле, Татьяна, это очень хорошая новость, Обращайтесь, я вас познакомлю с этой компанией. потому страховой. что я заходил в первую попавшуюся страховую компанию здесь, в Алтее, спрашивал, они мне говорят, новички должны платить, с учетом того, что у них нет никакого опыта, порядка 1000 евро за первый год страхования. А не новички платят в районе 400 евро за год, 350-400 Совершенно верно, там, да, в да, районе этой цифры. То есть наличие стажа существенно снижает затраты на первый год вождения. И последнее, Татьяна. Если вы увидите в интернете рекламу, что можно получить права без обучения в автошколе и без посещения ДГТ, например, предлагают получение водительских прав в Польше, а потом их обмен на испанские права, то это на ваш страх и риск. У меня есть отзывы, кто говорит, что это действительно сработало. Там, кстати, цена вопроса порядка 1500 евро за весь процесс. Кто-то говорит, что действительно заплатили 1500. Прошло какое-то время, их как бы отучили в Польше, им как бы прислали их новые действительно европейские права, и потом поменял человек их на испанские. У кого-то положительный опыт, но большинство склоняется к тому, что это обман и мошенничество, и что так поступать нельзя. Совершенно верно. Среди моих знакомых также есть положительный опыт. Люди не способны выучить испанский язык, им не до этого, и они просто купили польские права. Но они оказались настоящими. Да. И еще одна моя приятельница, она, к сожалению, ее обманули, да. То есть- На какой-то стадии. И 1500 это очень оптимистично. Да. Это очень оптимистично. Мы говорим, начиная от 3000 евро. Вот. Такие запросы. Но я как-то отреагировал на такую рекламу, связался, мне предложили за 1500. Но суть в том, что они говорят, вам нужно заплатить авансом 300 евро, как бы до того, как вообще будет какой-то процесс. И потом вам в течение 2 месяцев вы как будто будете учиться в польской автошколе, вам пришлют потом то есть 2 месяца вы ждете, а потом может сказать, мы потерялись. Нет, куда-то. для этого обязательно вы должны приехать лично в Польшу, Вот. там зарегистрироваться, что вы там какое-то время временно проживаете. Только это путь к легальным в кавычках, конечно, но к настоящим, так скажем, правам. Ну, мне нельзя выезжать из Испании, поэтому для меня это был не вариант. Я учу испанские правила дорожного движения и испанский язык, и это завершаю. И это хороший стимул для вас учить испанский язык, потому что без этого языка, хотя бы на уровне B1, сдать экзамен в автошколе вам будет крайне тяжело, практически невозможно. Так? Да, совершенно верно. Спасибо.